панический страх того, что я чего-то не пойму на польском. Не послал меня. Ну, я такой не супер приветливый был. Я у него спросила один вопрос. Вот, а он вот, знаете, вот так сделал. На чужом языке, с этим сталкиваешься. Все было классно, кроме вот огромного размера. Ну, такие как дедушки. О, к нам песик бежит. Видите, он к нам бежит. Мне нужен песик, чтобы шерсть была везде. Песик. Саш, когда у меня будет песик? Во многих городах с квартирами беда. Надеемся, что найдем подходящую квартиру, чтобы можно было с животным. Куда мы едем, вам не расскажем? Ну, можем только намекнуть. Ребятки, хей, сейчас была у дерматолога. Во-первых, скажу, что мне очень страшно самой вот что-то делать, потому что у меня какой-то панический страх того, что я чего-то не пойму на польском. Ну, это, соответственно, конечно, я могу что-то сказать, но я могу не все понять, к сожалению, и даже сама не все могу сказать. Но, ладно, я сходила, я была у дерматолога, мне сказали, когда я проходила обследование для школы, то мне сказали проверить мои родинки. Я вот записалась, и вот сейчас была у дерматолога. Во-первых, я вот немножко отрывок сняла, как выглядит клиника. Мне очень понравилось, реально классно. Такая приятная клиника, современная. И вот я, короче, зашла, и там такой дедушка уже старенький был. Ну, думаю, ты же не знаешь, что он не профессионал. Сказать, ну, он был, честно говоря, не супер приветлив. То есть, ну, неплохо. То есть, он хорошо разговаривал, он не послал меня. Ну, я такой не супер приветливый был. И он, короче, сказал мне по поводу моих родинок, что мне нужно их обязательно обследовать, они все небеспечно, ну, типа, как я правильно понимаю, опасные. Вот, и сказал, что мне нужно еще прийти к какому-нибудь приватному врачу, чтобы он посмотрел на компьютере. Короче, вот так он мне сказал. Я, наверное, все-таки пойду, чтобы быть точно уверена, что все хорошо. Сказал, что, возможно, нужно какие-то родинки удалять, потому что есть такие родинки, которые у меня там, они очень черные, и так вот они растут. Вот. А еще я у него спросила один вопрос. Вот, а он, вот, знаете, вот так сделал. Типа, ничего страшного. Рукой махнул, даже не спрашивай. Ну, короче, не знаю, надеюсь, все нормально. Но он не позвонил, и сказал к нему прийти через полгода. Но я подумала, НФЗ, я на НФЗ была, можно в разные кабинеты, вот к нему я вряд ли пойду второй раз. Ну, как бы, ну, неплохо. Но как-то вот второй раз возвращаться к нему не хочется. Вот именно к нему. То есть... Не знаю. Ну, хотя, кстати, все было нормально, я все поняла, что он сказал. Он вроде как понял, что я сказала, и все нормально. С этим вопросов не было, я этого очень сильно боялась. Но по поводу родинок я полностью... Все у меня нормально, но лучше проверять. И что я собираюсь как бы делать. Проверять свои родинки. О, ребята, кто так же, как и я, трус и боится делать... что-то на польском, там идти сдавать анализы к врачу, там, ну это в любом случае с этим сталкиваешься в жизни. Вот тут, в жизни в Польше, да, в любой стране, на чужом языке с этим сталкиваешься, и, к сожалению. Так что я с вами, знаю, что это страшно, но нужно это делать. Мне кажется, что я настолько сильно не боялась, когда вообще не знала польского ни одного слова, кроме «прzepraszam». Только это знала, я даже так сильно не боялась, как вот сейчас хоть что-то, блин, знаю, и все равно так сердце колотится, капец. Ну все, я домой, а то мне скоро на работу. Мы с Сашкой недавно делали заказ из H&M. У меня там было нижнее белье и Сашины брюки. Ну, мы даже и не показывали, потому что брюки не подошли, а белье это белье. Ну, очевидно. Ну. Да, брюки не очень подошли. А, еще шарф заказал, Саша. А, да, ну брюки как бы по размеру, но слишком какие-то модные, широченные, да. во все стороны болтаются. Да, и мы, короче, решили их отдать. Да, ну вообще цвет, ну... Все было классно, кроме вот огромного размера. Ну, такие как дедушкины, такие широкие. Да, олдскул такой. И вот мы решили их отдать, и мы знаем, что... в H&M можно занести свои вещи, которые не нравятся, и получить еще скидку. На переработку. Да, на переработку. И вот у нас есть тут
Саша, на Это вот мы все привезли. Из Беларуси. Да, и зря. В итоге не носили тут. Не, ну почти не носили. Ну только зря. Ну, может, да. разок. И то мы там выбрали самое-самое, вот что мы прям носили в Беларуси. А тут здесь все приехали, полностью поменяли. И плюс, ну тут так комфортно делать покупки одежды. В плане комфортно по деньгам. То есть вообще не бьет по кошельку. Это очень, очень выгодно. Особенно мы Да. открыли манго аутлет. Манго аутлет, ребятки! Мы обожаем его. Ну ладно. Вот такую я выбрасываю. Кстати, вот эта рубашка, она тоже от манго изначально была. А, написано, да? Вот Хиба манго. Ну вот как-то... Давным-давно я ее как-то купил еще в секонде. Ну да, мы в Беларуси иногда в секонд заглядывали. Ну, почему бы нет? Там Ну, прикольно. рубашки только я один Потому покупал. что манго аутлета не было, понимаете? Мы отдаем вот эту Сашину рубашку, вот эту я свою отдаю. Привезла, но она клевая. Я ее покупала в Беларуси, есть такой магазин Зарина, он вроде российский. Мне кажется, на меня и в плечах маловато, и в Ну, грудях маловато. уходит Короче, на переработку. в объеме вот тут вот маловато. Короче, мы решили тоже отдаю. Вот эту кофту тоже в Беларуси привезла. Ну как-то сейчас я уже ее Ну, она не солидно. стильная. Не солидно. Но тогда для меня это было нормально. Мне такой вкус, что мне нормально. Сейчас мне уже чуть-чуть другое нравится. Но это нормально. Я ее носила, относила в свое время. Я ее покупала. Коллинз. Я не знаю, есть тут такой Может, и магазин? есть, может, и нет. Ну, в Беларуси и в России. Ну, турецкий, Ну, может, и ну есть. нормально, там прикольная вещь. Ну, неплохой масс-маркет такой, И средний. манго. Шорты. Но это я заказывала в Беларуси еще в манго. И мне так понравились. Ну, я их тоже несколько лет носила, да. Не, Несколько лет, мне кажется, мы их заказали тогда, когда и я себе льняные, да. которые у меня были маленькие. И почти Ну, я разошлись помню, я по одно швам. лето- Ну, так одно лето и Одно было. лето носила, и тут я еще чуть-чуть носила. Ну, все, уже. Ну вот 2 лета носила, так что не соврала, ребятки. Вот это решили отдать на переработку. Чего занимать? У нас такой маленький шкаф, а мы уже как-то так вошли во вкус. Тут манго и H&M покупали. Но больше всего надо уже завязывать, потому что так много вещей. Да. Да, ну у нас вот Ну, достаточно. я с брюками еще хочу решить вопрос коричневыми именно. Мгм. Ну, наверное, чиносы какие-то Да. надо. Ну, я и думал, ну тут попались на распродаже в H&M. Мгм. Ну, сейчас недорого. можно найти те, которые Сашка По фотографиям было классно, но оказались ну, в 2 раза шире, чем мне нужны. Да. Так что вот так. Пойдем отдавать. Hello, ребятки. Хотим рассказать вам кое-что. Мы уже говорили про H&M, мы даже показывали вещи, которые мы хотим сдать. Да. В итоге мы все сдали. Ну, правда, деньги вернут в течение 2 недель. 14 Надеялись дней. пораньше. Но вообще обычно это все происходит намного Ну, быстрее. это максимальный срок, скорее всего, за пару дней дойдут. И вообще, мы заметили в H&M, у них все на будущее откладывается. То есть Да. они говорят, мы думали, что вот, например, когда заказываешь с сайта, то они дают какую-то первый раз 10% скидку там или еще что-то, ну как обычно. На первый заказ На при первый заказ, да. регистрации. Как обычно это делает практически любой Да. магазин. А в H&M это оказалось очень круто, то Ну, есть на будущее. Нет, там написано вот в письме первом, М, что через 30 дней придет код. Да. Так а если я хочу сегодня заказать? Ну, странно. Ну, это хитро как-то слишком. Ну типа, чтобы ты заказала на второй И раз. потом еще и еще. Да. И то же самое мы, О, к нам песик бежит. мы отнесли. Видите, он к нам бежит. Сашка, я тебя перебила, прости. Он злюк? Нет. Эй. Привет. Еще мы принесли там пакет вещей на переработку. Их забрали и тоже как бы даже не скидка, а просто начислились какие-то баллы в личный кабинет. Даже, то есть, ну, не... Где скидка, блин? Хотя там вроде 5 злотых должно было быть. Ну, Ну да. то ли это 5 злотых зачислились на счет какой-то внутренний. А, типа, если каждый раз но это давать баллами. деньги. Блин, И короче, когда, ребята, да. и когда это можно потратить, там не написано. H&M, вот они хитрые. Они вот что-то вот это вот постоянно что-то делают неприятненько. Ну ладно, на самом деле магазин неплохой.
Но хотелось бы, чтобы было полегче заказывать, чтобы было все-таки какая-то очевидная скидка, ощутимая скидка. Ну и как-то, да, чтобы она всё была, как-то скрыто. ну. И на будущее. тем самым. Ну, короче, ребята, вы знаете, вам нужно знать только одно. Если вы хотите избавиться от вещей, то это можно занести в H&M. Ну, все-таки, если даже не будет скидки, и будут какие-то баллы в приложении, но и вы Ну, не хотите... возможно, они потом сделают какую-то скидку. Мы не знаем еще, да. Но вы, ну, просто выкинуть вещи, это как бы не очень экологично, скажем так. А так просто отдадите их, они их там переработают, и потом купите в H&M себе новую вещь за ваши старые вещички. Вот. И второе, что вам нужно знать, что заказывать онлайн можно, но лучше зарегистрироваться раньше, подождать 30 дней, вам придет код, и вы потом закажете со скидкой. Должно быть так. Ну, в мы любом надеемся. случае, по крайней мере, возвраты очень легко делаются. Ну, в любом магазине можно прийти, показать QR-код, там на почту приходит при заказе. Ну или при возврате можно зарегистрировать возврат, и тоже будет письмо. Да. Вообще у меня замерзла рука, замерз язык. Все-таки холодно, но немножко как-то прохладно. Хотела вам еще кое-что показать. Мы сейчас на улице. Ну что, не ожидали? Зеленую красивую елку, Сашка. Мы думали, ее, конечно, уберут. Да, но ее как будто там посадили или что. Там вот я сейчас покажу. Хотела вам показать, видите? Ее как будто посадили, и, возможно, она тут навсегда. Но она живенькая. Но она красивучая. Она прям такая зелененькая, красивенькая, как Сашка. Ну, Зелененький, красивенький огурчик. Сашка. Ребята, мы спасли жизнь Сашки. Помните, я рассказывала, что он нереально сильненько боится статики? Да, вот именно так. Покажи еще раз. Вот он именно так шагается, ребята. Меня дергает от этого, Да. я ничего не могу поделать. И мы говорили, что мы там искали какое-то средство или салфетки или еще что-нибудь. И искали тут в Польше, реально. Ну, Да, потом я гуглил, что поляки делают вообще в таких ситуациях. просто никто не боится статики, кроме Сашки. Встречайте! Сашка! У него боится. Сашка электрон. Эбонитовая палочка. Сашка, ну ты вообще сегодня это хохмадулин. Так покажи. Короче, суть. Вот мы нашли такую Аню. Точнее, я Аньку. нашел. Сашка нашел Я Аньку. прогуглил Мгм. и нашел на Allegro сначала. Ну и что люди реально этим пользуются, это хорошо помогает пропшикать уже, ну, любые вещи. А пропшивкать их, когда они уже постираны, да? Ну, логично, наверное, либо наверное. просто, ну, вещь сухая. Мгм. Ну, может, не обязательно постиранная. Ну, посмотрим. Если любом водой случае- пропшикать, так не работает. Я пробую. Ой, подожди, вспомнила. Ребята, пропшикать водой, это помогает, чтобы разгладить вещь. Да. У нас тоже есть видео. Но мы Да, уже не ну, помним. короче, со временем потом я еще это начал как-то больше прогугливать, потому Мгм. что с Allegro доставка стоила как сам пузырек. Ну, это невыгодно. И я нашел, что это бывает в Росмане, Угу. но Да, в ещё нашем покажу Росмане поближе. этого не было. Мы Ну, несколько раз ищите в искали. разных Росманах. Но сегодня мы были в торговом центре, и в Большом Росмане мы все-таки нашли. Угу. Короче, ищите просто в Росманах. Там, где порошки... Не ну, гель порошки, для а стирки. гель для стирки, да. Но мы не нашли еще одну штуку, которую искали. Она тоже должна быть в Росманах. Возможно, не во всех. Может, другую. Да, но мы искали средства для очистки духовки. Угу. Наномакс. Да. Офигенная вещь. Это я увидела у блогера, и реально работает. Да, Ну, может, тоже это есть. реклама, но... Ну, есть на Allegro Да. с хорошими отзывами. Но это крутая штука. Я когда ее куплю, обязательно поделюсь, потому что это супер крутая Духовку вещь. отмыть самое сложное. Да, я ее драила, там я не знаю, чем только не драила. Ну, это просто невозможно. Так это, хотела рассказать. Эта штука в итоге стоит всего лишь 9 злотых, ребята. Ну, это недорого. На эффект посмотрим. Ну да. А тут еще котик нарисован, что он. Ну, типа, чтобы шерсть не А. прилипала. Чтобы легко гладить. Надо все пропшикать. Ребята, я так бы хотела, чтобы шерсть прилипала. Мне так нужен Белая. песик. Мне нужен песик, чтобы шерсть была везде. Песик. Саш, когда у меня будет песик? Ну, мы займемся этим вопросом. Надо решить сначала с жильем Ну для песика. Отдельную хату ему Ну, собираемся отдельную покупать. комнату, как минимум. Ну да. В студии не получится сильно. Ой, короче, ребятки, как всегда, оставайтесь с нами. Что будет, Будем сами не ждать знаем. песика. Да.
Ну, вроде, ну, мы бы хотели, конечно, песика теоретически. Если все сложится, то песик должен у нас появиться. План Вот. сначала найти квартиру подходящую. Да. Ну, это не так просто, наверное. всё-таки. Угу. Просто сейчас же очень много людей переезжает из Украины в Польшу, и еще одна сложность, что вот сложно Ну, найти. уже, да, Да. во многих городах с квартирами беда. Ну, Ну, и у нас тоже. да, становится уже не хуже, так конечно. легко. Надеемся, что найдем подходящую квартиру, Мгм. чтобы можно было с животными. Обязательно. Нам нужно именно, чтобы квартиры разрешали песиков. У нас песик не очень большой будет. Хотелось бы Ну, большого, потом, но мы планируем не очень большого. Потом еще определиться Да. с заводчиком, найти. Ну, короче, дел вагон. Короче, ребята, оставайтесь с нами, будет интересно. Если мы все вместе купим нам песика, считайте, что это общая победа, да? Еще бы найти квартиру, где разрешают песиков. Будем стараться. Все, тогда до встречи. Короче, ребята, как всегда, оставайтесь с нами и ставьте лайки. Ребята, я тут такой ужин нам замутила с Сашкой. Короче, это куриная грудка. В куриной грудке сыр бри, сыр Филадельфия. Ну, не Филадельфия, а для суши вот этот крем-чиз. Там еще вот это вот зелененькое. Это что? Это шпинат. И все это закрутила очень-очень вкусным беконом. Как я это хочу. Когда это приготовится, надеюсь, это будет все золотистое, шкварчащее. О, прям зеленки уже текут. Первый раз, честно говоря, такое готовлю. Надеюсь, что будет вкусно. Если честно, уже выглядит не так красиво, как в начале. Но я уверена, что это вкусно. Сыр вот этот бри, он так вытек. Но все равно это вкусно и красиво. 100%. Я не хотела сильно подсушивать, потому что мне Но они казалось, не что сильно. перебор будет, если я подсушу. Ну, курица пересушится. Но все равно прикольно, нет? Да. Мы еще пирожка приготовили, поэтому... Короче, Смачного. Да, смачного. Всем. 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 У нас тут уже вот-вот приближается Пасха, Великануц, поэтому мы как-то хотим заранее поздравить, потому что видео выйдет уже во время празднования. И вообще, Пасха — это такой семейный праздник, но, к сожалению, мы не сможем отметить нашей семьей, потому что вы все знаете, что наша семья находится в другой стране, и мы решили, так сказать, немножко уехать и отметить этот праздник. Не то, что отметить праздник, а просто провести эти выходные, так как в Польше это большие выходные, в другой стране немножко попутешествовать, да? Да. Куда мы едем, мы вам не расскажем. Ну, можем только намекнуть, Да. что... Что там будет очень тепло. Очень, ребята. Будет дорого. Дорого, очень тепло. Вы подумайте, куда мы едем. Если вам, конечно, это интересно. Да, но один факт был неправдивый. Я пошутила, ребятки. Сами Так, угадайте. И едем мы еще вчетвером Да. с нашими друзьями из Кракова. Они приезжают к нам, и дальше мы уже отправляемся в путь. Видео обязательно выйдет, мы планируем снимать, потому что мы обычно все Точно. путешествия снимаем. Да мы вообще все снимаем. И путешествия тоже мы планируем поснимать, поэтому подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Да, кто подписан, Мгм. обязательно оставайтесь, комментируйте, ждите новых классных видео, в том числе и из путешествия. Мгм. Оно будет очень прикольно. Да. Ну, для нас точно. Может, и для вас. Мы не знаем. Вот. Ну и в целом всего хорошего вам, вашим семьям и веселого яйка. Пока! Пока.